следующем видео будем продолжать работу над вокалом. Посмотрим, что у нас в конечном счете получится. И теперь мы идем дальше. Теперь мы идем в хор ближний план. Ну, еще раз напомню, значит, хор ближний план и хор дальний план — это практически одни и те же партии, только прописанные дважды. Один раз в концертном зале, в хорошем, очень хорошем зале, причем записано очень хорошо, потому что правильно стояли микрофоны, правильно звучит объем и расстояние. А второй они продублировали то же самое ансамблем в студии. И что у нас есть? Значит, у нас есть дорожка суммирующая, вот она, стереопара, здесь все 4 голоса. Я думаю, что мы от нее можем отказаться. И теперь пройдемся по голосам. Первый. Ну, это альт, а звучит тут в основном сопрано. Sind so viel mehr als Blut und Staub. Так, это мужской низкий голос. Вот это что у нас? Wir sind doch mehr als nur geboren. Это сопрано. Но сопрано у нас есть во всех микрофонах. Wir sind doch mehr. Здесь они есть. Здесь они есть. Wir sind doch mehr. И у альтов они тоже есть. Здесь у них унисон, скорее всего, да? В общем, ну, это как бы общее правило практически всегда, да? То есть высокие голоса, сопрано, они все равно лезут во все микрофоны, и они будут присутствовать везде. То есть, по сути, по большому счету, и микрофон ставить не обязательно. Что я сделаю? Я этот микрофон выключу, иначе у нас во всей этой вертикали сопрано будет доминировать над всеми остальными голосами. Я выключаю сопрано и выключаю общую стереопару. И вот что у нас останется. Так, и здесь то же самое у нас, да, это еще одна стереопара. Здесь они дописывали в студии, а это вот они писали одним дублем. Теперь давайте вот эту посмотрим стереопару. Не стереопару, извините, посмотрим эти дорожки. По сути, здесь, наверное, все те же самые голоса. Сопрано. Выключаем. Общий план выключаем. Оставляем тенор, где сопрано доминирует. Но это бас. И, соответственно, альт. Ну и вы слышите, да, я выключил дорожку сопрано, и все равно от сопрано деваться некуда. Хор нет. Так, сопрано выключили. Бас нет, а вот эту дорожку мы тоже выключаем. И все равно сопрано много. В общем хоре ее много. Поскольку они поддерживают хор дальнего плана, я вам его показывал, он вот так звучит. То есть тут есть больше нестройности, а эта студийная запись, она более стройная. Значит, мы должны вот этот не хор, его встроить в общий хор. Значит, мы их тоже должны спрятать, мы их не должны, поскольку это дальний план, мы их не должны разводить очень широко. Ну, давайте чуть-чуть небольшое стерео сделаем, скажем, так, бас. Ну, бас чуть-чуть левее. Тенор правее и альт по центру. Широты это особо не даст, но просто даст небольшой какой-то окрас и разброс. Да? И то же самое здесь сделаем. Значит, тенор у нас левее.
Альт в центр. А где у нас бас? Вот он бас. А бас левее. Теперь по планам. Поскольку они записаны очень близко, нам нужно с них срезать вверх и срезать низ. Сузить таким образом. Ну, по спектру тоже сузить, да? Давайте еще придавим нижнюю середину в дополнение. И пошире. И послушаем, что с верхом нам лучше сделать. Ну, бас сильно уходит, значит, 125 многовато. Вот так. И все равно у нас сопрано доминирует. Чуть-чуть ослабим верх. Шелфом аккуратненько так. Ну, примерно так, да? А здесь... И теперь я попробую избавиться от сопрано с помощью голосовой компрессии. Сопрано звучит достаточно высоко, она где-то в районе второй форманты мужской, 2,5 кГц. Если мы эту полосу отдельно сильно скомпрессируем, то сопрано перестанет выделяться в общей массе. Давайте попробуем это сделать вот так. Чуть помягче все стало. Ну вот, смотрите, без эквализации и без мультибенда. А теперь с мультибендом. Все стало поровнее. Отлично. Пока оставляем. И переходим с вами к основному хору. Основной хор, он звучит вот так. Ну что, нужно сказать, что хор записан очень естественно, натурально, и звучит он прямо так, как он должен звучать. Поэтому я вообще с ним ничего делать не буду, и сейчас мы просто займемся, чуть-чуть соберем баланс между вот этими разными группами и посмотрим, что получится. Хор оставляю полностью. Ну, кроме того, что я выключу все-таки стереопару. Это надо еще... Надо убедиться в этом. Нет, я не буду ничего выключать. Это стереопары микрофоны, которые стояли в разных точках. Пусть они все так и звучат. Прекрасно. Итак, начинаем от вокала, от лида. Ну, прекрасно, все, собственно, ничего делать и не надо. По лид-вокалу у нас нет вопросов вообще, все хорошо. Теперь давайте попробуем выстроить ответы и ближний план.
Но ответов маловато явно. Давайте попробуем их приподнять. Ну, плюс 5, 6. По лид-вокалу. Предварительно. Ближний план. Так, все хорошо. И теперь добавим дальний план. Ну, на этом, наверное, на сегодня все. Теперь нам что, собственно, осталось? Нам осталось выстроить теперь планы и пространство для этого микса, и потом вырезать уже все детали и сделать final микс. А этим мы займемся в следующем видео. На этом все. Всем спасибо, всем хороших миксов. Пока.